Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Таро прогноз. Что ждет? Что придет в вашу жизнь? Что вас удивит? И будет для вас, возможно, и неожиданно. И карты старинного цыганского пасьянса нам расскажут о событиях ближайших дней. Вот давайте узнаем, что же ждет со дня на день, буквально так. Конечно, останемся реалистами. Любой прогноз, расклад, а личная история не расскажет. Увы, но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, что ждет весов в ближайшие дни? Что произойдет? Какие события? Быть может, что-то изменит даже вашу жизнь. Но подробнее мы раскроем на картах Таро. Смотрю я, смотрите и вы. Не вижу я пока совпадений. Идем дальше. Вот какие-то структуры, организации, у кого-то обучение, открытая книга. Это именно организация. Ну и образование, и учреждения, разговоры, беседы с официальными лицами, может быть и так. В ближайшие дни как будто вам предстоят. Корабль, мои дорогие. Это символ где-то и перемен, но в этом пасьянсе исполнение желания. Поэтому у кого-то исполнение желания с получением важной бумаги, может быть и так. И смотрите, тут правда какое-то важное известие, как пакет, да, вы получаете. Или, может быть, это в нашу цифровую эпоху не обязательно будет как сама по себе бумага, хотя тут вот чаще что-то более такое официальное. И для вас как открывается путь, открытый путь. Для кого-то из вас это просто будет какая-то поездка. Или, если вы надумали переезжать, допустим, да, мы ведь все разные, значит, тут тоже какая-то конфигурация у вас проясняется, что идет в вашу жизнь. Добрые перемены, мои дорогие. Решаются, согласовываются какие-то вопросы, я вижу так, которые вам помогают эти перемены осуществить. Нет, по сути дела, помех. Нет, практически как, знаете, вот этот ключ, как врата открылись. Может быть, и история, которая долгое время не решалась, или не было к тому предпосылок, или что-то тормозилось. Вот здесь как будто эти пути дорожки открываются. Сама по себе возможность появляется. Итак, смотрим наш пасьянс. И я не вижу тут... вот какое-то ожидание. Смотрите, есть еще ожидание. Ну вот, видимо, различать, пустое это ожидание. Я всегда говорю, не ждать того, кто не придет, не ждать в каких-то пустых надеждах. Для вас это очень важно. Я не буду на этом пункте останавливаться долго. Почему важно? Прочитайте на моем сайте. Там у меня разного рода гороскопы, в том числе февраль и на 2026, там практически как, ну, какие энергии будут для вас важны. Все ссылки я оставлю в описании под видео. А мы с вами пойдем дальше, пока я вот с вами говорила, и я, честно, не вижу больше совпадений. Ну, наверное, вот основа, да, вот этих добрых перемен. Не отложить что-то на потом. Может быть, и завершить вот это ожидание. Если у кого-то это было, допустим, вынужденное ожидание, как этого документа. Увы, как регламент, я часто говорю, да, тут мы ничего не можем изменить. Но то, что у вас и проясняется, и что-то, ну, по крайней мере, знаете, какие-то первые шаги в ясность вы делаете, и это идет или ведет к добрым переменам. Давайте продолжим наш прогноз на колоде Таро. Что идет в вашу жизнь? Еще раз уточним, что будет дальше. С чем это связано? Может быть, нам поподробнее. Какие энергии для вас весы? Что идет в вашу жизнь? И что будет дальше? Вообще, это карта вас самих. Я не исключаю, что для кого-то что идет в вашу жизнь? Кто идет в вашу жизнь? Потому что все же персональная карта. Конечно, она может олицетворять и тот момент, что вам придется принимать какое-то очень важное решение, причем однозначное. Такое, когда, знаете, бесповоротное какое-то. Вот будет так, да, допустим, и это не
не говорит о том, что вы там с кем-то спорите, кому-то что-то доказываете, совсем наоборот. Тут, наверное, ваша задача, вашу дипломатию употребить себе на пользу. Вот это самое главное. Никому ничего не доказывает. Даже куда собирается королева мечей, об этом никто не знает. Она умеет хранить молчание. Тоже элемент дипломатии, потому что она уходит от каких-то ненужных споров, может быть, от ненужных людей, от ненужных ситуаций. Она не хочет продолжать то, что ей надоело. Очень такой, ну, многогранный значение, многогранная карта, которая подразумевать может даже когда мы можем, или будет необходимость что-то прояснять у юристов, адвокатов, узнавать, вот правда вот в этих инстанциях, как работает закон, или как нам нужно оформить документ, или какое-то дело обустроить. Вот это я тоже не исключаю. Кто-то может банально и к врачам отправиться, почему нет? А для кого-то тот самый человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, как и вы. И кроме вас это еще может быть водолей или близнецы. И какая-то тема. Неважно, что у нас королева, не рассматриваем по полу карту. Ну, тут правда, тут какое-то взаимодействие с конкретным человеком. Может быть, это и вы сами, да, и есть человек, который, наоборот, рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент. По королю Пентакли это люди, которые, ну, такие надежные все же люди, которые умеют зарабатывать деньги, которые имеют финансовый фундамент. Вот с вдохновением у него никак. Это не про вдохновение карта. Да, эта надежность определенная есть. Но, может быть, и контакты с каким-то человеком вы будете, ну, так сложновато, да, может быть, выстраивать. Потому что человек именно во власти своих предубеждений. Что идет в вашу жизнь? Любовь? Ну, может быть, и любовь. Может быть, у кого-то было недопонимание в отношениях, то тогда аркан влюбленная может говорить, вы помиритесь. По крайней мере, может быть, будут предпосылки. Ну, для того, чтобы мы, ну, помирились, например, да? Тут ведь очень важно первое– диалог. То есть это не ваше просто желание, а чтобы было желание у оппонента. Потому что иначе это игра в одни ворота. Тогда один все равно получается жертвой, ну а второй манипулятор. Старший аркан, тут явно нужно обдумать. Для кого-то из вас, пусть это не касается супругов, близких, а конкретного человека, какой-то ситуации, в которой вам действительно придется делать и выбор, и принимать какое-то Соломоново решение. И я также и не исключаю, что, ну, какая-то ситуация может сложиться двойственная, которая вам напомнит, вот что идет в вашу жизнь. Может быть, и вам хочется уже что-то завершить. Мы ведь все разные, повторюсь. Завершить вот это ожидание. Или разобраться, выяснить в каком-то вопросе, как бы, ну, правильные параллели для себя самого или самой провести, что идет в вашу жизнь. Давайте еще одну карту. Смотрите, 2 старших аркана. 2 старших аркана, которые могут даже свидетельствовать о том, что да, был разрыв. Или пусть вы проживаете вместе, но по сути, ведь холодная карта. У кого-то будет означать расстояние, а у кого-то, может быть, и одиночество вдвоем. Такое тоже бывает. Может быть, это тот человек, о котором мы мечтаем, но он сейчас не с нами по каким-то причинам. И аркан влюблённая будет отчасти говорить, что ностальгия какая-то, она еще присутствует. Разочарование. Вот вы знаете, у кого-то разочарование тоже может быть, когда ничего не меняется. Да, тут может быть очень сложный выбор, потому что буквально у кого-то так, на грани отношений продолжаю или завершаю. Может быть, это и связанная история даже с работой. Но я такое допускаю. Последняя карта очень добрая. Это как помощь высших сил и одновременно финансового успеха. Но, видимо, как и финансы, они могут, к примеру, вы можете зависеть отчасти от людей или от конкретного человека, может быть, от решения какого-то вопроса. Не обязательно это любовная история, правда, и не обязательно семейная. Здесь, может быть, и по работе все же король Пентаклей, чаще он, конечно, говорит о наших близких, но это точно так же статусные люди. Это те, с кем нам, ну, может быть, по системе иерархии предстоит общаться и самим делать выбор, и выстраивать правильные диалоги. Может быть, и какие-то подробности тут
будут для вас открываться, или вы сами как будто будете что-то узнавать. Но я точно так же могу допустить, что не случайно аркан влюбленная. И все же первые у нас 2 карты, как будто люди вместе. Для кого-то из вас, ну, вы можете даже, ну, может быть, случайно встречаете какого-то человека, которого хорошо знаете, или возобновляется какой-то контакт. Тогда вы будете думать, нужно ли мне это или вообще в принципе нет. К вам кто-то может напрямую оказывать помощь, содействие. От кого-то могут приходить буквально деньги, ну, может быть, какое-то участие. И у кого-то это будут буквально деньги из-за рубежа, вот буквально так. Но я тут вижу, ведь смотрите, аркан Звезда, всего в колоде Таро 2 карты выбора правильного направления. Первое это Солнце, и это где-то 6-8 месяцев, а это лет 10, а то и больше, 20. То есть это далекая дистанция, направление на долгий период времени. Ну вот, наверное, направление это точно вы выбираете, а тут будет у каждого по-своему. Либо это будет рабочая ситуация и какие-то контакты, может быть, связаны с жильем, такое я не исключаю, но у кого-то и с личной жизнью. Как будто куда я отправлюсь, куда я поеду. И у вас выпадает, да, вот мы говорили значение ключа, как будто пути-то вот сейчас открываются. Но тут я допускаю, кто-то переиграет, собирались в одно место, а потом вы скажете: "Нет, все таки туда я не еду". Ну, или будете переносить какие-то сроки. Но есть контакты, понимаете? Есть какие-то задуманные темы, есть, безусловно, общение. Вот оно как будто будет, да? Ну, или для кого-то общение, может быть, и будет, но я не исключаю, что тогда итог какой-то вы будете подводить тоже. Но что бы тут ни было, вам как будто, знаете, высшие силы помогают. И если даже кто-то как уходит из вашей жизни, тогда отпускайте. Нужно делать этот выбор, он у вас как ознаменует более далекую дистанцию. Давайте мы узнаем, что будет для вас неожиданно и что вас удивит. Да вы тут сами себя можете удивить. Это как работа в команде, открытие ваших талантов, какие-то новые возможности. Может быть, это вот именно по части заработков, взаимодействия, вашего труда, занятости. Тут могут прийти какие-то сведения или какое-то предложение. Может быть, это вы, как по пажу, получаете просто какую-то новость от человека. И, кстати, вы тут можете даже себя поблагодарить, что вы вовремя как вышли из какой-то ситуации. Потому что по тройке мечей вас как будто нет в прошлом. Вас, даже если, вот как я говорила, да, вы делаете выбор, и, может быть, нужно кому-то сказать «нет», может быть, себе самому или самой сказать «нет», бессмысленное ожидание. И тогда по тройке мечей вот вы уже как будто фактически, может быть, какая-то работа над собой или долгий период аналитики, воспоминаний пусть даже, да, но без ностальгии тут явно какой-то может не обходиться. Но тогда вы понимаете, что так это доколе будет продолжаться. По тройке мечей мы вот именно как вышли, вот нет нас уже в прошлом. Но какая-то прежняя рана, она не дает о себе забыть. С одной стороны, нам это помогает, потому что еще раз мы какие-то грабли, такие горькие, не найдем. А вы тут сами. Скорее всего, какой-то это верховная жрица. Это та, которая умеет тайну хранить и молчание. Слушайте свою интуицию. Вы кому-то не верите, что вас может удивить. Вас может удивить конкретный человек, и у вас как будто есть основания ему не верить. Вас может удивить даже какое-то предложение, но вы будете тоже сомневаться. Вы не захотите наступить на горло собственной песни, и это будет правильно. Поэтому куда-то вы не будете спешить. Вы сочтете, вот вас удивит. Может быть, знаете, какое-то предложение, произойди оно полгода, может быть, год тому назад, вы бы согласились. Вот именно год, наверное, скорее. И вы бы даже обрадовались. А тут вы так более вдумчиво, хладнокровно. Вас как будто что-то не цепляет. Прежде вам это было дорого любимо, или вы считали, что по праву принадлежит вам, или, может быть, даже в плане жизни личной, да, вы думали, что будет иметь что-то продолжение. Но тут явно какая-то запутанная история идет.
по которой вы можете чувствовать, что бы я тут ни начинала или не начинала. Ну вот я уже не верю, потому что я могу оказаться как будто проигравшей. Для кого-то из вас что вас удивит, мои дорогие девочки? Аркан Луна. Я жду ребенка. Ну, кому это соответствует по возрасту и желаниям. Мои дорогие мужчины, вы можете также узнать, что ваша любимая женщина ждет ребенка. Ну, это не для всех, понятно, поэтому будем реалистами. Но для кого-то это могут быть еще одновременно Аркан Луна. Вопросы, которые связаны с жильем. Может быть, и с какой-то поездкой. Будьте внимательны, не находитесь в толпе, мои дорогие весы. Аркан и Иерофант. Но это факт, вы какой-то экзамен сдаете. Смотрите, две карты экзамена. Что вас удивит? Вы проходите какой-то важный жизненный этап, который можем назвать экзаменом. Сдача экзамена идет по тройке пентаклей. И у кого-то это буквально получение документа, сертификата важного, ну, может быть, как свидетельство, да, о вашем профессионализме, или уровню, допустим, вашего профессионализма, да, специализация какая-то. Но для кого-то экзамен жизни и экзамен в старшем аркане. Тут какой-то сложный выбор у вас будет. И вполне вероятно, он вас не цепляет. Вот посмотрите, он где-то связан все-таки с теми эмоциями, когда вы, ну, кому-то поверили, когда вы были уверены, что начинается какая-то новая полоса, когда начинается какой-то новый жизненный этап, а потом это закончилось ничем. Может быть, и вы какое-то время закрывались, вынуждены были, да, вот так уйти в тень, чтобы вас ничто не ранило или никто не ранил. Может быть, и человек какой-то это даже связано, да, и может быть и с работой. Когда вас, допустим, сказали, что ну вот нет, у нас тут сокращение, потом прошло какое-то время, и вам обратно предлагают вернуться. Ведь у кого-то может быть и так. И вы тогда тоже будете думать. Прошло какое-то время, и вы более отстраненно, без эмоций, смотрите на тот вопрос, который когда-то вас именно ранил. И теперь вы принимаете мудрое решение. Вы не хотите рисковать собой. И это правильно. Как изменится ваша жизнь? У вас доброе время для вот этих добрых перемен. Вам высшие силы помогают, сама судьба. Для вас может тут у каждого по-своему. Будьте внимательны к этому периоду. Мы говорим ближайшие дни. Но это может быть и неделя, может быть и до 2, но может быть не обязательно вот буквально сегодня-завтра, хотя и так тоже может быть. Но, видимо, отделить зерна от плевел наступает пора. Итак, как изменится ваша жизнь? Победа, мои дорогие, на кону. Конкретно победа в каком-то вопросе. И умение себя защищать. Да, правда, выбор вы будете делать, потому что вот эта карта свидетельствует о том, что у вас, как подходит к концу, какой-то долгий период безысходности. Понятно, от наших действий тут будет очень много зависеть, и от активности ведь тоже. Наступает время, как изменится ваша жизнь. Будет победа, если ты в каком-то вопросе, весы, скажешь: вот здесь я сделал все, что мог. Ну или сделала. Настало время идти дальше. Как изменится ваша жизнь. Вот вы должны, от чего мы говорим, отказаться. Тут самое главное не согласиться, я бы сказала, на какую-то проигрышную ситуацию или не оказаться еще раз в каком-то печальном опыте. Вот этот экзамен жизни. И, видимо, вот именно в эти ближайшие дни вы это как-то чувствуете по-особенному. Вы хотите правды, а не эмоций, приятных пусть даже, да. Вот есть какой-то рационализм и конкретика, которую просит ваша душа. Не хочется просто замечтаться, самому себе или самой себе, закрыть на что-то глаза, потому что вы уже были, да, когда на что-то глаза закрыли. Может быть, с кем-то согласились в ущерб себе. А потом, правда, она все равно была неожиданна. Может быть, знаете, как Марк Твен сказал, правду нужно подавать элегантно, а не как мокрое полотенце. Может быть, вот какая-то правда была, как для вас, холодный душ. Правда. И пришлось в какой-то момент прозреть. То вот теперь, вы смотрите, аркан, который символизирует карму часто, правосудие. И мы говорим, это всегда причина и следствие. И если вы сделали что-то хорошо, к вам возвращается. Пусть через руки других людей. Или как помощь высших сил, это, знаете,
как некоторые дорожки у нас сходятся в одной точке, и именно в какой-то момент мы можем решить вопрос, сама по себе возможность. Конечно, карта говорит и другого рода действия. Если мы где-то допустили ляпсус, нам теперь на доработку экзамен все равно придется сдавать. Вот вы его можете сдать очень успешно. Может быть, даже придется буквально вернуться к каким-то прошлым темам, чтобы их правильно завершить, мои дорогие, исправить какие-то ошибки. И это тоже будет тогда своего рода экзамен. На кону ваше благополучие, мои дорогие, и решение финансового вопроса, так как изменится ваша жизнь. Вот смотрите, тут как по справедливости король кубков, но может быть у кого-то выбор буквально между двумя людьми. Так бывает. У меня раскладов нет на эту тему, но какой-то любовный, может быть, треугольник. Все таки это тоже бывает. Какие-то сложные отношения. Или пусть нет таких треугольников, или как когда-то я слышала, квадрат еще какие-то бывают. Но нет вот этой путаницы именно между отношениями, когда все время какая-то игра. Ведь это игра, по сути дела, это вранье. Ну, так вот, видимо, надо завершить вот эту игру, потому что, может быть, игра вот-вот перейдет в опасность. Тут себя самого надо беречь. Аркан правосудия поступает по закону, как изменится ваша жизнь. Доверяй людям, не просто те, которые тебе обещают, а которые готовы, допустим, заключить какой-то документ. Или заключить, может быть, договор у кого-то брачный, у кого-то, может быть, имеется в виду контракт, а у кого-то контракт рабочий, может быть и так. Но даже если вы уже вот с чем-то определяетесь, и тут ведь, знаете, это не проходит на надрыве, а именно в каких-то спокойных энергиях, тогда, свято говорят, места пусто не бывает, и сдавая вот этот экзамен жизни, да, вы выстраиваете все равно свое счастье. Значит, тогда какая-то путаница у вас закончится. Может быть, нужно даже в своей ментальности словно место освободить. Потому что даже те люди, которые или с которыми мы долгое время общались, может быть, и были долгие отношения, но потом это уже в другом знаменателе пошло. Утрачено вот это именно взаимопонимание. А есть либо манипуляции, либо когда мы вынуждены что-то делать, да, а себе что-то со знаком минус. Освободив место в нашей ментальности, туда придет новый человек. Но у кого-то, может быть, буквально вопросы, которые связаны с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды. И тогда с учетом аркана правосудия вы можете здесь что-то прояснить. Причем так красиво, или разобраться в какой-то путанице. И для вас это тоже будет какая-то победа. Наступает время действительно добрых перемен. Все запутанные вопросы, все гордиевые узлы. Может быть, что-то и оставить, не пытаться еще раз развязать, а у кого-то и развязать, чтобы потом окончательно понять, ну все, я завершаю этот процесс. Вот может быть и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. Для вас это все равно добрые перемены дважды, как желание исполняется. Вполне такое допускаю. Но если по деньгам, то как будто деньги есть, деньги будут. Перекладывайте на себя. Я благодарю вас за ваши добрые искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.